Привет, друзья! У меня на столе новый датчик Panoptix LiveScope 62. И вы удивитесь, но теперь этот датчик стал еще больше. Вот сейчас я вам покажу его. Вот такая вот, офигеть, дайте я уберу, лопата. И становится очевидным, что это весло в местах с сильным течением или постоянно меняющимся ветром нужно будет чем-то удерживать. Ввиду того, что подобную большую площадь поверхности датчика будет постоянно проворачивать потоками воды. Поэтому для него в достаточно нейтральных условиях, скажем, во время зимней рыбалки на льду в лунку, вам подойдет вот такой просто усиленный ручной ротатор. А теперь представьте, вы в лодке стоите на якоре, выбрали точку слежения, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, куда и выполняете заброс, следите за проводкой и реакцией рыбы. Но вашу лодку постоянно носит течением по радиусу вправо, влево. Добавим сюда хаотично меняющийся ветер, и вот вы уже занимаетесь тем, что руками постоянно прицеливаете ротатор в нужное вам направление, превращаясь в некого, я не знаю, средневекового кормчего. И тут, что называется, уже не до рыбалки, а GPS-якорь на самом деле только усугубит ситуацию. Что же делать, спросите вы? Кто я? Да мне пофиг, работаем. Нет, вы видели, с кем приходится работать? Ладно. А в таких ситуациях нам на помощь придет интеллектуальный ротатор Hydra 360 AX01, который вы сможете приобрести в интернет-магазине Александр Ховрин. Сейчас я вам его покажу. Так, давайте вот это вот уберем. Коробочку. Оп, секундочку. Так, вот такой у нас девайсик. Круто, да? И вот к нему мозги и проводки. Итак, вот он передо мной. И давайте я сначала расскажу о его интеллектуальных функциях и как с ним удобно работать. А позже дам вам очень подробную инструкцию, как его настроить и подготовить к работе. Только нам понадобится сделать небольшой стендик. Подождите. Вот в квартирных условиях собрал небольшой стенд. Надеюсь, этого будет достаточно для демонстрации. Итак, представим, что мы с вами находимся в лодке, на рыболовной площадке или сидим в удобном кресле, да хоть на банке лодки ПВХ. И первым делом займемся поиском. В комплект входят вот такие педальки, с помощью которых осуществляется вращение моторизированного ротора. Вот так вот вправо, влево. При этом можно менять скорость вот этой ручкой. Давайте ускорим. А теперь замедлим. Вот прям вот так медленно и внимательно. Круто, да? Так, педальки работают как в беспроводном режиме, так и по проводу, который идет в комплекте. Вот такой вот провод. И, кстати говоря, за счет распиновки вы никогда не перепутаете, какой провод куда. Также вы можете включить автоматическое рыскание, нажав вот эту кнопочку. Смотрите. Сама. И как только вы на экране обнаружили то, что вам стало интересным, нажимаем любую педалечку, и она остановилась. Также можно запустить этот режим, одновременно нажав две педальки. О. И теперь представим, что вы захотели зафиксировать луч в определенном положении. Вот он, к примеру, рос, нажали, чук, все. Но гребаный ветер и течение постоянно сносят нашу с вами лодку, болтает туда-сюда, вправо-влево. Тогда вы нажимаете кнопку удержания цели и, исходя из данных, полученных от компаса и акселерометра, встроенных в мозги ротатора, независимо от положения судна, ротатор будет удерживать цель по заданному азимуту. Вот давайте посмотрим. Представим себе, что вот эти мозги, они жестко закреплены на судне.
И судно поворачивает туда-сюда. И, как видите, направление сохраняется. Ротатор продолжает держать направление, установленного в МАМе. Более того, вот эта стрелочка, посмотрите, будет указывать вам направление заброса. И это невероятно удобно. Вот только не нужно мне сейчас писать, что педальки это не всегда удобно, потому что я с вами согласен. Вы всегда можете использовать вот, скажем, такой маленький пультик. Или какой вам захочется. По сути, подойдет любой, который работает в диапазоне 433 МГц. Поэтому не бойтесь потерять его или испортить. Стоит такой пультик в районе 300-400 рублей. Легко программируется. Можно повесить его на шею, на карман, там, я не знаю, на удилище, да хоть на ухо жене в качестве сережки. Честно говоря, я в восторге. Смотрите, как он работает. И всегда в кармане. И несколько штук можно подключить. Очень удобно, действует до 100 метров. Офигеть, да? Также имеется режим повышенной жесткости мотора, так называемый режим удержания. Вот его нажимаешь, и уже руками вы ротатор не повернете. Нужен он в местах с сильным течением или на малом ходу под электромотором, когда вы в движении обследуете какой-то сектор водоема в реальном времени. И, конечно же, у ротатора есть самый интеллектуальный режим, так называемый ручной. Достаточно просто отключить мозги устройства, и вот вы переходите в режим по классике. Не, ну а вдруг? В настоящее время ничего круче в этой области не придумано. Поэтому дядя Вова рекомендует настоятельно. По глазам вижу, вы в восторге. Впрочем, как и я. Итак, переходим к инструкции. Девайс состоит из моторизированного ротатора с креплением в Т-паз. Также имеется коробочка с мозгами, в которой расположены регулятор скорости управления, кнопка включения и 4 клавиши управления и программирования, а также влагозащищенные разъемы периферии. В комплект входят беспроводные педальки, работающие от 2 батареек 3А. Но педальки можно также подключить и кабелем, который идет в комплекте. Вот, например, вот так. Ну, это кому как удобнее. И теперь давайте все подключим. Итак, при первом подключении нам необходимо откалибровать акселерометр и проюстировать компас. Для этого нам понадобятся педальки. И давайте мы их привяжем к устройству. Кстати, если по каким-то причинам вам понадобится сбросить все беспроводные устройства, то для этого вам необходимо 8 раз подряд нажать кнопку беспроводного устройства. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заморгала индикация. Отлично. Теперь мозги не привязаны ни к каким беспроводным устройствам. Нажимаем кнопку адаптации беспроводных устройств и видим, загорелась подсветочка. Это означает, что мозги готовы принять сигнал от пульта или педали. Ну и не будем заставлять их ждать. Нажимаем любую педаль и видим, кнопочка проморгалась. Это означает, что педальки привязались. И то же самое с пультиком. Дожидаем включения, вот загорелась индикация. Оп, нажимаем любую клавишу пульта и у нас все привязалось. И теперь переходим к калибровке акселерометра. Для этого выключаем блок. Нажимаем и удерживаем кнопку удержания и включаем мозги, продолжая удерживать кнопку приблизительно 5 секунд, пока не загорится индикация. Вот она заморгала. После чего задаем 6 базовых положений, мордой сейчас вверх. Нажимаем любую педаль, выжидаем паузу 3 секунды, пошла индикация. Переворачиваем на спину, нажимаем на педаль, пауза, смотрим. Есть индикация. Кладем на правый бок, нажимаем, пошла индикация. Переворачиваем на левый бок, педаль, пауза, индикация. Теперь стоя, нажимаем, пауза, индикация. Вверх ногами, нажимаем, пауза, индикация. И возвращаемся в базовое положение. Базовое положение
это положение, в котором будут мозги располагаться непосредственно на судне. У кого-то это будет вертикально, у кого-то будет кнопками вверх, у кого-то вот так вот боком. Не имеет значения. Главное это то, как вы решили установить мозги на судне. Итак, на последнем этапе калибровки акселерометра так и располагаете его, как вы решили расположить на судне. Допустим, у меня кнопками вверх. Нажимаем, индикация, и все. На этом калибровка акселерометра закончена. Теперь проектируем компас. Снова выключаем прибор, нажимаем и удерживаем кнопку гироскопа и включаем шайтан-машину. Дожидаемся включения индикации, после чего вращаем мозги последовательно по всем осям. Так, индикация загорелась, и теперь вот мы вращаем по горизонтали, по вертикали и еще по одному направлению. Затем нажимаем на любую педаль, и индикация пропадет. Вот. На этом компас настроен. Хочу отметить то, что магнитное поле Земли далеко не равномерно. Также влияет на компас и само судно, особенно металлоконструкции, приборы, проводка и прочее. То есть калибровку компаса желательно проводить непосредственно на судне, на том водоеме, на котором вы собираетесь ловить. Когда вы приедете на другой водоем, очень желательно повторить калибровку компаса непосредственно на месте, чтобы обеспечить наиболее корректную и точную работу. Спросите об этом пилотов квадрокоптеров. Им постоянно приходится проводить данные процедуры при смене локации. В общем, все основные настройки мы уже выполнили, и теперь спокойно подключаемся к проводу и можно начинать работать. Так. Включаем, дожидаемся полного включения, устанавливаем ротатор на борту по вкусу. На нос, корме, на трансы, если хотите, непосредственно на борт, не имеет значения. У сервопривода имеется 4 базовых положения. После рыбалки, скажем, подняли его, вот так вот штанга у вас будет направлена в бок, ну или даже зафиксировали его вверх, как флаг. И помчались в направлении лагеря. Вот. Но нам сейчас мы еще не отловились. И начнем, пожалуй, с простого. Педалями или клавишами выполняем ротацию. Ну вот, вправо, влево. И вот этим регулятором меняем скорость. Вот максимальная и минимальная. Прям вот едва тут медленно. Так, ну и то же самое пультиком, как видите. Теперь режим рыскания, он же поисковый. Особенно прикольно он работает при носовом размещении ротатора. Нажали на кнопочку вот эту, и в режиме радара ротатор начинает поиск. Для остановки и фиксации положения достаточно нажать любую из педалей. Вот, видите, он остановился. Продолжаем. И теперь самый крутой режим отслеживания цели по азимуту. Нажимаем вот эту кнопочку, и как бы ваше судно сейчас не разворачивало, представим, вот у нас мозги по направлению судна. Ну или течением, или ветром. Ваш датчик всегда будет направлен строго на цель, за которой вы наблюдаете на экране эхолота. И всегда указывать вот этой стрелочкой направление заброса. Круто? А то, вы только посмотрите. Нас болтает, а она удерживает цель. В это можно играть бесконечно. И у нас остался режим усиленного удержания. Работает параллельно с остальными режимами. Необходим при движении или на сильном течении. Ну, без него это как бы более слабый энергосберегающий режим, но при котором можно пользоваться ручным управлением. А вот в режиме усиленного удержания, вот я нажимаю, повернуть ротатор вручную уже практически невозможно. Ну вот.
Вроде о всех настройках я вам рассказал. Собственно, это и есть вся инструкция. Пользуйтесь на здоровье, рад был помочь. И вы уж, пожалуйста, меня извините, но я все-таки вынужден ответить некоторым умникам, которые обязательно устроят мне срач в комментариях на тему: да я таких на базе ардуинки за эту цену 10 штук сделаю. Как бы ни печально это ни звучало, но придется их обломать. Вот, скажем, вот такой моторчик для 3D принтера и типовой драйвер TMC2208 или TMC2209 здесь вообще не прокатит. Учитывая размер вот этой лопаты, датчика, на ветру или течении, маленький драйвер с таким вот моторчиком выгорит за считанные минуты. А в этом приборе используется уже промышленный драйвер шаговика, да и сам моторчик, вот посмотрите, не маленький и далеко не из дешевых. Добавим сюда акселерометр, компас, пару контроллеров, Bluetooth Wi-Fi модуль, педальки, все различные корпуса, разъемы, шкифы, муфты, ремень, подшипники и прочие металлоконструкции. Если вы будете это закупать как частник, вы получите ценник, в общем-то, аналогичный, близкий к стоимости ротатора. Добавим самостоятельное изготовление частей, которых вы вообще нигде не купите, и... А вот вы умеете писать прошивку? Сомневаюсь, что в свободном доступе вы где-то ее найдете и скачаете. Нет. Если, скажем, вы безработный пенсионер с кучей свободного времени, пожалуйста, развлекайтесь. Это действительно увлекательное хобби, мой респект. А для тех, кто работает, предстоит посчитать не только стоимость компонентов, но и вложенные трудочасы. Сколько стоит у вас на работе ваш рабочий час? Вот и выходит, что расходы на разработку и изготовление данного устройства с нуля обойдется для вас в разы дороже, чем его покупка в магазине Александра Ховрина. Так как за это время вы заработаете куда больше, занимаясь конкретно своим, надеюсь, любимым делом. Ну и на этом, пожалуй, на сегодня все. Подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока.